Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. СПГ – противостояние по-американски. Когда Белый дом не хочет, а нефтегаз требует. От Белого дома требуют отменить запрет на новые СПГ-проекты и даже обеспечить экспорт СПГ на Украину. Александр, это что получается? Белый дом своими руками отказывается от захвата европейского рынка, да еще на Украину отказывается поставлять СПГ. Что ж такое происходит? Вообще мне очень нравится, как эти какие-то симулякры начинают жить своей жизнью. Вот это вот поставки СПГ на Украину. Давайте с этого, если позволите, начнем. Мысль, вброшенная то ли в наших некоторых СМИ, то ли они перепечатали ее у кого-то еще, там, у каких-то уважаемых людей типа Reuters. Но, внимание, вопрос. Вот давайте представим себе эту чудесную ситуацию, когда Соединенные Штаты, кстати, кто это? Вопрос не праздный, я чуть дальше про него скажу подробнее, ну, его раскрою подробнее. Так вот, Соединенные Штаты отправляют СПГ на Украину. СПГ приходит на Украину. Куда? Регазифицируются. Где? И вот все эти 500 миллиарда кубических метров газа резко меняют экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. Видимо. Нет, разумеется, люди, погруженные в тему, могут сказать, ну, чего ты ерничаешь, Александр Сергеевич? Нужно рассматривать ситуацию следующим образом. Украина договорилась с Польшей. В польский терминал Свиноустьце прибудет партия этого самого СПГ. Потом ее регазифицируют. По существующей газотранспортной системе не получится на Украину. Ну, по своповым будет проведена своповая операция, благодаря которой этот объем, который пришел, будет засчитан как объем, поставленный на Украину, а физически на Украину поставят объем через Польшу, который придет с какого-то другого направления. Хорошо, допустим, окей, но мы все равно упираемся в вопрос про 500 миллиарда кубических метров. Это, мягко скажем, не та величина, вокруг которой нужно устраивать какие-либо пляски, и по поводу которой вообще надо волноваться. Почему 500 миллиарда? Потому что потребление газа на территории подконтрольной Киеву с 22 года еще сократилось. Ну, то есть в 90-91 годах Украинская Советская Социалистическая Республика потребляла 100-110 миллиардов кубов. Ну, в какой-то из этих годов 100, в какой-то 110, там не суть. Вот порядок величин, самое главное, такой был. В 2008 году, ну, я думаю, все понимают, что в 2008 году территориальный фактор никак не надо было учитывать. В 2008 году потребление было порядка 60 миллиардов кубов. В 2009 году порядка 45 миллиардов кубов. И примерно на этом уровне потребление на Украине сохранялось до 2014 года, когда оно, наконец, стало снижаться. И с 15 включительно по 21 включительно потребление газа на Украине составляло 28-32 миллиарда кубов. Ну, то есть к концу 20-х, к концу 10-х, началу 20-х годов потребление газа на Украине упало ниже 30 миллиардов кубических метров. Да, можно сослаться на ковид, но попробуйте сослаться на ковид в период с 15 по 19 годы, когда было 32 миллиарда. Будем честны, разница между там 28 и 32 миллиардами кубов не столь, опять же, значительна, чтобы нужно было искать какие-то хитрые объяснения. Там уже, конечно, играл роль территориальный фактор, но еще большее влияние оказывало сокращение количества потребителей. Крупнейшими потребителями, разумеется, являются промышленные предприятия, они снизили потребление, но и количество населения, которое пользовалось газом, также стало снижаться. Притом в удельных показателях. То есть не количество человек, что можно объяснить, ну, тем, что, ну, понятно, часть территории отвалилась, ну, поэтому и люди, в общем-то, с ними отвалились. Но в удельных показателях потребление тоже стало сокращаться, потому что благодаря мудрейшим реформам на территории Украины упала, точнее, наоборот, выросла цена газа раз в 10-11, после чего люди стали говорить, давайте я не буду пользоваться газом. Вот, и стали просто отказываться от газа, пошла дегазификация.
Вот. А после 22 года потребление газа на Украине, ну, на подконтрольной Киеву территории упало ниже 20 миллиардов кубов, 19,8 в прошлом году было, из которых где-то 19,3 миллиарда было добыто на территории самой Украины. Ну, то есть импорт был где-то 500 миллиарда кубов. Мы об этих объемах. О боже мой, как же Соединенные Штаты теперь вот будут жить без этих поставок. При том, что, еще раз, эти поставки напрямую невозможны. У Украины, во-первых, нету терминала для приема СПГ. Во-вторых, терминал планировали строить в Одесской области. Сейчас никто уже не планирует его строить. Ну, по крайней мере, серьезно не планирует. И даже если бы вот сейчас ничего не происходило в Одесской области, что мешает строить СПГ-терминал, так и в прежние годы он не строился. Доходило до смешного, там приезжал какой-то лыжный инструктор, с которым подписывали соглашение о том, что да-да, будем строить, тут будем поставлять, будем вообще развивать СПГ-направление. Потом оказалось, что это лыжный инструктор. Ну, кстати, люди, которые подписывали с ним бумаги, думали, что он не лыжный инструктор, а один из руководителей крупной испанской газовой компании. Вот такой уровень экспертизы на Украине был. И в прежние годы, сейчас он, я думаю, еще лучше. Так вот, представим, что все кончилось, можно строить, а кто будет строить, кто будет выделять деньги. А Турция уже выдала разрешение на проход СПГ судов через Босфор и Дарданеллы, да? Нет. Ой, кто бы мог подумать. Это значит украинский аспект. Что касается поставок из Соединенных Штатов в целом. В принципе, вот эта тема, как мне кажется, всплывает в наших СМИ, потому что наши СМИ выступают вторичными. Это я никого не хочу обидеть. Это есть определенная иерархия в СМИ, вызванная спецификой работы. То есть иерархия представленная следующим образом. Есть СМИ первого порядка, притом их можно... есть СМИ первого порядка и СМИ второго порядка, третьего порядка. О чем речь? То есть СМИ первого порядка – это те, кто являются точкой входа для какой-то информации. Второго порядка – это те, кто перепечатывает эту информацию в СМИ первого порядка со ссылкой на них. И третьего порядка – это, газета вашего района, газета вашего квартала, вот такого рода. Опять же, я никого не хочу обидеть, просто это вот так выглядит. И по отношению к российским СМИ, крупные западные издания, крупные западные агентства являются СМИ первого порядка. То есть, у нас, конечно, точнее, иногда такое бывает, что какой-нибудь Bloomberg там ссылается на информацию, опубликованную у кого-то из наших, но не с такой частотой, как наши ссылаются на Bloomberg. Если Bloomberg что-то пишет, это надо процитировать, это что-то важное, это что-то важное. Это то, что все будут обсуждать, а как это ты не обсуждаешь? Как это ты выдержишь и не будешь это обсуждать? Если что, задача СМИ не информировать, задача СМИ, чтобы ты прошел, дорогой потребитель, и прочитал, послушал, посмотрел то, что СМИ производят, то есть некий информационный продукт. Если ты зашел, прочитал, посмотрел, послушал, значит, все сделано правильно. Не зашел, не прочитал, не послушал, неправильно. Растут просмотры, прочитывания и так далее, переходы на страницу, значит, все делается правильно. Если падают, делается неправильно. Чтобы они росли, нужно быть в тренде, нужно говорить о том, о чем все говорят, потому что тогда ты будешь попадать в эти выборки, которые делаются агрегаторами, и на тебя будут переходить, тебя будут читать, смотреть, слушать. Если, дорогие друзья, вы думаете, что конкретно вы делаете не так, вы осознанно потребляете информацию, а вас наши эти превьюшки никогда не привлекали, никогда не возникало желания поспорить с превьюшкой, а не с содержанием наших роликов, нет? Ну что ж, тогда вы большой молодец, и вы являетесь представителями, к сожалению, вымирающего меньшинства. Подавляющее большинство, мне кажется, заходит просто в общем, вы поняли. Итак, по поводу поставок из США. При чем тут они? При том, что в Штатах приближаются выборы. И вопрос об экспорте СПГ является пусть и не доминирующим во внутренней американской политике, в тех дискуссиях, которые разжигаются, поддерживаются вокруг этого предвыборного процесса. Но все-таки это вопрос довольно важный, чтобы периодически его вбрасывать, чтобы периодически о нем напоминать. Потому что этот вопрос так или иначе влияет на электоральные настроения. И когда у нас вдруг неожиданно вспоминают: ребята,
Ну, мы же не просто так об этом говорим. У нас СМИ начали об этом опять писать. Со ссылкой на кого? Ну, понятно на кого. Ребята, смотрите, вот такое-то издание сказало, что это очень плохо, что вот Байден так вот сделал нехорошо с СПГ нашим направлением, что вот он лишает наших штаты, вот такой-то, такой-то, такой-то штат, такого количества налогов, что вы сейчас просто обалдеете, там 20 миллиардов налогов, 300 миллиардов налогов, 400 миллиардов долларов налогов. Ой, это все из-за Байдена. Внимание, вопрос. А вот эта информация, она нам зачем на территории Российской Федерации? Да не зачем. Это информация, которая вбрасывается для американского потребителя, чтобы он, живя там на территории какого-то штата, сказал: ой, Байден сволочь, да, ой, демократы гады. Вот хотел за них голосовать. Кто там, Харрис? Хотел за Харрис проголосовать? Нет, проголосую за другого кандидата, который за то, чтобы наш штат получал налоги, потому что я в первую очередь выступаю за наш штат, а не вот за вот это вот все. А теперь про то, а что такое Соединенные Штаты. Ну, то есть, вот эта вся тема, давайте резюмируем этот момент, эта вся тема, она вбрасывается просто крупными СМИ, являющимися по отношению к нашим СМИ. СМИ первого порядка. Но вбрасывается эта информация для своего внутреннего потребителя. А у нас ее просто подхватывают, ну, потому что, а как? Они же говорят, об этом надо тоже говорить. Вот, ну, заметьте, мы-то тоже говорим. Вот я сейчас сижу и тоже об этом говорю. Поэтому, как бы, ну, система работает, да. Почему? Как же можно не говорить, если вот все интересуются, все читают, все возмущаются? Что касается... То есть, это внутриамериканская повестка, которая искажает картину восприятия довольно сильно. Потому что задача не проинформировать потребителя этой информации, не сформировать у него четкую, непротиворечивую картину окружающей действительности, а просто повлиять на его электоральные настроения. Все. А что искажается? Ну, во-первых, Соединенные Штаты – это кто? Еще раз, я возвращаюсь в начало. Видео – это кто? Кто конкретно поставляет газ? Ну, Соединенные Штаты поставляют газ. Ну, как вот, американцы же, они за европейский рынок бьются. Прям очень сильно. И Северный поток из-за этого взорвали, потому что бьются за европейский рынок. Крупнейший поставщик американского газа, и у этой компании это написано на сайте, Тоталь. При всем уважении. Но давайте мы посмотрим, где штаб-квартира у этой компании. Если, уважаемый зритель, ты сейчас хочешь мне рассказать про структуру акционерного капитала, про то, какие фонды какими долями владеют, я с удовольствием поддержу этот разговор, но я в таком случае предлагаю перевести его в следующую плоскость. Если мы сейчас признаем, что компания Total транснациональная, то при чем тут все равно Соединенные Штаты Америки, если Total транснациональная? Если BP транснациональная, Shell транснациональная и прочее, прочее, прочее. Если мы говорим, что они транснациональные, поэтому не надо смотреть на то, что Total французская, там BP британская, Shell, ну, тоже как бы европейская, непонятно какая. А они транснациональные, ну хорошо, а при чем тут тогда Соединенные Штаты Америки? Опять ни при чем. То есть, как бы мы ни посмотрели на эту проблему, поставляет американский газ конкретные компании. Поставляют не потому, что президент Соединенных Штатов им сказал куда-то поставлять, а поставляют, потому что они деньги зарабатывают. Пока завершим следующим образом. СПГ. Запрет, еще раз, резюме. Запрет не касается тех проектов, которые сейчас действуют и которые будут вводиться в эксплуатацию. Тема, разгоняемая вокруг этого, это тема внутриполитическая, которая относится только к Соединенным Штатам и к попыткам изменить электоральные настроения. Нас вся эта история вообще не касается. Но вброс новых объемов газа на рынке с заводов, расположенных на территории Соединенных Штатов, может привести к кризису перепроизводства с 25 по 27 годы. И тогда мировые котировки упадут. Но это, в свою очередь, не означает, что упадет цена на газ, поставляемый из России, скажем, по трубе, в тот же Китай. Или из Катара в Китай в сжиженном виде, или из Средней Азии в Китай по трубе. Потому что этот газ поставляется не с учетом биржевых котировок, которые могут упасть, а с учетом нефтяной корзины.
которая вообще никак не связана с этими газовыми котировками, и у нее своя атмосфера. Вот как-нибудь, может быть, об этом поговорим отдельно. На сегодня все. Всего хорошего. До свидания. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube ограничивает по скорости, не сдерживайте себя и подписывайтесь на наш телеграм-канал без ограничений. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь нелегкое время. Спасибо, до новых встреч. На сегодня все. Всего хорошего.